Доброго времени суток, друзья! Сегодня я хочу с вами переместиться в 480 год до нашей эры, в то время, когда персидское войско подошло к границам Греции, а им навстречу вышел небольшой отряд из 300 спартанцев, во главе которых стоял царь Леонид. Персидский царь Ксеркс предложил отважным воинам Спарты сложить оружие, но герои решили вместе победить или вместе умереть. Сражение шло 4 дня и 4 ночи. Самая лучшая гвардия под названием Бессмертные были выпущены Ксерксом в бой против спартанцев и погибли под мечами 300 отважных воинов. Но предатель показал персам горную дорогу в обход Фермопил, и враг ударил с тыла. А в этом видео я хотел бы вам рассказать о том, как снимались две части данной кинокартины и о фактах, которые, возможно, вы раньше не слышали. Как и всегда, если узнаете что-то новое из видео, не поленитесь и поставьте лайк. А если все-таки все, что я буду рассказывать, вам будет известно, можете ставить дизлайк или выключать видео. А теперь, пожалуй, начнем. Начну я с того, что сам фильм был снят по комиксу американского писателя и художника Фрэнка Миллера, в основе которого лежит историческое событие, а именно Фермопильское сражение, которое автор комикса изобразил в фантастической обработке. Ну а сами комиксы создавались под влиянием фильма, который вышел в 1962 году и также назывался «300 спартанцев». А также автор основывался на работах Геродота. Первый комикс вышел в 1998 году и подвергся критике со стороны писателя Алана Мура. Оно и не удивительно, даже взять сам факт, который описывал Геродот, что к Фермопильскому ущелью было послано не менее 5200 воинов, и там были воины не только со Спарты. Кому интересно почитать об этом сражении, ссылку на статью я оставлю в описании, иначе говорить об этом можно очень долго. Съемки самой картины проходили в течение 60 дней, и что очень даже обидно, но вся работа над картиной прошла на фоне зеленого и синего экранов. К примеру, 90% съемок занял синий экран, а 10% занял зеленый. И проходили съемки в павильонах Монреаля, и всего 2 дня было потрачено на съемку сцен с лошадьми, которая снималась на открытом воздухе. Но несмотря на то, что сами съемки прошли очень быстро, период обработки отснятого материала занял почти год, и в ходе обработки было задействовано аж 16 студий, которые занимались созданием спецэффектов. Вы только представьте, в данной картине, я сейчас говорю конкретно о первом фильме, целых 1523 монтажных склейки и аж 1006 спецэффектов. Чтобы вы понимали, насколько это много для такой картины, то, к примеру, в фильме «Властелин колец. Братство кольца» количество спецэффектов было всего 580, а во второй части 800. Довольно интересный факт состоит в том, что костюм главного антагониста картины Ксеркса был сделан полностью из металла и сделан почти точь-в-точь, как в комиксах Миллера. Данный дизайн костюма можно считать наисложнейшим за весь фильм, так как он состоит из 18 различных частей, в которые были вставлены настоящие драгоценности. На каждую часть костюма было потрачено по несколько десятков бусин, бисерин и самодельных украшений, ну и 12 пирсингов дополнили внешний облик Ксеркса. Те, кто читал или хотя бы просто интересовался комиксом Миллера, знают, что в нем все мужчины Спарты ходили с оголенным торсом. В фильме также соблюдалась такая деталь, поэтому актеры, которые играли главные роли, подвергались жесткой физической подготовке за 6 недель до начала съемок. Поэтому, для того, чтобы выглядеть эффектно перед камерой, все участники кинокартины тренировались еще и между дублями, а Джерард Батлер тренировался по 4 часа каждый день и перед съемками под руководством опытного альпиниста. Так, между прочим, у царя Леонида был еще и специальный человек, который постоянно поддерживал его хвост на шлеме. Забавный факт. За время съемок данной картины было создано более 600 различных костюмов, большое количество стрел, щитов и мечей. Правда, часть реквизита была позаимствована из фильмов «Троя» и «Александр». Думаю, не стоит вам объяснять, что все чудовища на экране были исключительно сделаны с помощью компьютерной графики, тут и так все понятно. Но знаете, несмотря на то, что все было снято на зеленом экране, нужно отдать должное актерам. Вы только представьте, каково было выступать к Ксерксу, говоря свою речь перед миллионным войском, в реальности же смотря в хромакей. Также на 26-й минуте фильма, когда Леонид прощался с женой, на самом деле он ей сказал: «Выйди замуж за достойного человека и роди хороших детей», как бы зная, что уже не вернется. А на моменте, где Леонид понимает, что Эфиальт предал их, он ему говорит: «Эфиальт, живи вечно», что означает «живи с этим чувством вечно», он имел в виду чувство предательства. Но у нас в переводе он говорит «вечных тебе мучений».
Кстати, с греческого языка Эфиальт переводится как «ночной кошмар», а сам образ этого чудака был списан из Голлума с «Властелина колец». И к тому же у Эфиальта была вырезанная сцена. После того, как царь отказывается его взять к себе в войско, Эфиальт сбрасывается со скалы, но выживает и проклинает Леонида. После выхода картины на большие экраны, государство Ирана было в ярости от того, как изобразили персов в кинокартине, и назвали фильм американской психологической войной с Ираном. Но все-таки фильму Зака Снайдера удалось собрать в прокате за первый уикенд $70 миллионов. А власти города Спарта даже вручили почетные грамоты создателям фильма, как бы за рекламу, которую, по мнению городских властей, фильм принесет Спарте. Так как первая картина при бюджете в 65 миллионов собрала в прокате больше, чем 456, было принято решение снять продолжение, ибо в Голливуде не принято отказываться от съемок второй части фильма, который принес такие большие деньги и пользуется популярностью. Правда, ждали мы ее аж целых 7 лет. Нужно отметить, что цветовая гамма второго фильма отличалась от первого, потому что режиссеры отказались ее копировать, так как действие фильма было перенесено в открытое Эгейское море, где сражался греческий флот. Как и перед началом первого фильма, все, кто участвовал в съемках второй части, проходили жесткий тренировочный курс, чтобы максимально улучшить свою физическую форму. А сам исполнитель главной роли, Салливан Степлтон, приступил к тяжелым тренировкам за 10 недель до начала съемок. Но тяжелее всего пришлось Родриго Санторо, который играл Ксеркса, потому что ему нужно было отыграть персонажа 7-летней давности. Так что актеру как никому пришлось тягать железо и полностью отказаться от сладкого на несколько месяцев. Первый фильм о Спарте прославился своей мясорубкой и очень зрелищными сценами. Второй фильм также не уступил ему, потому что съемки проводились все так же на хромакейном фоне, где было минимальное количество декораций. Правда, съемки переместились в другое место. Теперь фильм снимали на 3 павильонах болгарской студии Нью Бояна. Так как в фильме были битвы на воде, в создание данной картины была привлечена студия Scanline. Она прославилась созданием морских сцен в фильме 2012. Специалисты Scanline создают воду и эффекты разрушений в программе Flowline, которая является их же разработкой. Но все-таки в нескольких сценах у нас присутствует настоящая вода, когда герои плавают в море. Снималась данная сцена в бассейне Warner Bros. В Лондоне. В данном фильме особенно страдал Родриго Санторо, который играл Ксеркса. Ему ежедневно наносили 6-часовой макияж, и даже после того, как его загримировали, актер не мог двигаться, потому что все ювелирные изделия и пирсинг были настолько тонкими, что могли сломаться от любых лишних движений. Из-за очень сложных спецэффектов, которые применялись при создании царя персов, Родриго снимался почти во всех сценах в одиночку в комнате с зеленым экраном и не имел контакта с остальными актерами картины. По словам Родриго, это было очень тяжело, но привычно, потому что он уже снимался таким образом в первой картине данного фильма. Ну и за первые 10 дней фильм «300 спартанцев. Расцвет империи» собрал в мировом прокате более чем $200 миллионов. Зрители высоко оценили усилия кинематографистов, которые старались развить стилистику своего предшественника, пытаясь воссоздать сцены, которые были взяты за образец при работе над битвами во второй части. А вы, я надеюсь, оцените мои старания и поставите данному видео лайк и, возможно, даже поделитесь им с друзьями. На этом наше с вами путешествие по древней Спарте подходит к концу. Я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях названия фильмов, на которые вы бы хотели увидеть видео. Я обязательно прочту все и выберу что-то. А на этом все. До скорого.